Всем привет, я прошел Тартарус, и сейчас я покажу вам, как я это сделал. Начнем со стрим-хайлайтов. Привет, я вернулся на 1 апреля. Это первоапрельский камбэк, он не настоящий, он фейковый. Все еще играет на мышке. Да-да, последний человек на земле, который играет на мышке. Кстати, я на нее обзор хотел сделать, она классная. Но это из формата канала выбивается. Опять видео для подписчиков буду делать. Норм. Смотрите, я сделал прогресс на стриме. Не лучший мой прогресс, но все еще что-то. Мне как-то так всегда плевать было на Тартарус в плане прохождения. Ну так, по приколу, я как-то в него там поиграл в 19 году, но в целом я его не тренил. Решил просто тут немного посидеть в нем вот на протяжении предыдущего месяца. Выучил части, а проходить не особо хочу, потому что это опять превратится в ад, и я просто знаю. Ой, точно, у меня же там другая тактика. И я не могу, этот вейв меня просто поражает. На розовую рупнул фошки, пробуй как можешь рано. Да, я пытаюсь, кстати. Это хорошая тактика. Ну, сейчас я максимально рано попытался. Действительно прошлось. Нет! Это случилось. Тут просто рандом какой-то. Опять же, я оправдаюсь тем, что просто много играл на большой задержке. Мне здесь хочется под синк просто накликать. Я каждый раз кликаю под синк. Здесь зачем-то 2 раза или там 1 раз. Ну, это сложные клики. Как говорил Титан, это как баскетбольный мячик. А, какая приятная концовка. Такой прекрасный уровень. А, я случайно. Я никогда так не проходил, но засейвил. Кстати, зацените, какой смешной баг нашел у Роптопа. В общем, для репродюса нужно всего лишь поставить офсет музыки на минус какое-нибудь значение. Берем случайный уровень, который начинается с самого начала сонга. И музыка не ресетится. Классно, Роптоп. Хорошая работа. Ну, я тупанул. Это просто... Я тут реально тупанул. Я вот сейчас, кстати, смотрю на интерфейс, на паузе. Как будто бы было бы лучше, если бы интерфейс весь подвинуть вниз. Вот здесь какое-то огромное пустое место. Это вообще не по-человечески выглядит. Как? Как? Я не понимаю, как? Что? Что? Этот слив не имеет смысла, я везде зажимал. Кек. Нормас. Не порастерял былую плыть. Плыть, блин, прыть. В речевых оборотах точно порастерял. Рекорд стрима был. Снова рекорд стрима, ура. Попыток. Тут 1300, 8000. Получается, да, 10 тысяч. Но я еще по фану некоторое время играл до этого. И еще на мышке пытался какие-то прогрессы ставить, но у меня мышка просто сломалась. У нее какой-то input lag рандомный начинается после нескольких попыток. Кстати, я ставил забиндил на пробел, поэтому можно теперь нажимать на play на ту же кнопку, на которую играешь. Удобно. О! Раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. Раз. Нормально. 32. После этого начинается небольшая, относительно легкая часть. Ее я вообще флюкнул. Я вот тут часто умираю, вот на вот этом клике. Кстати, этот стрим ведется с Linux машины. I use Arch, by the way. Почти Arch. Endeavor OS. Arch с нормальным установщиком. Норм! О, было бы неплохо. Почти 23100. 2373, мощно. Чё-то даже волноваться начал. Кстати, такая тактика есть. Для того, чтобы прыжок был оптимальным, нужно нажимать на вот этой вот декоративной пиле. Если ты подпрыгнешь прямо посередине нее, то ты 100% перепрыгнешь вот эти четверные шипы. О, ладно. Зачем-то я посмотрел в чат. Прямо посередине попытки, ага.
Чё-то поздно. Это было очень поздно. С таким углом вообще никуда не попасть. Там, наверное, был какой-то один кадр из 300, когда я мог нажать и выжить. Вот бы старым уровнем вернули старую физику кораблика. Надо подписать петицию. Забыл! Вся сложность в том, что я просто что-то заснул. Вот у меня сейчас я одеваюсь на коврике. И тут вот какие клики. А если я его на стол положу, то клики вообще другие. При этом разницы в игре я не почувствовал. Мне не очень нравится учить что-то новое, потому что я чувствую себя нубом. Ну, кстати, вот в Тартарусе у меня почему-то очень быстро части учились. Наверное, потому что они такие достаточно прямолинейные. Поэтому Тартарус было весело учить. Меня эта часть задолбала. Наконец-то! Да мне плевать, что я сдох на этом вейве. Уже неплохо. Окей, вот этот баг, то что я ничего не делаю, но ГД почему-то сворачивается. Да, этот баг страшный, я не знаю почему. Но у меня то же самое на 7-й винде было, и я с ним еще проходил АОТ, так что бывало и страшнее, ну-ка. Мне так нравятся старые уровни, я их понимаю, они сайт-скроллеры. Я могу не смотреть никуда, кроме как в одну точку по иксу. Кстати, есть один баг от Рафтопа, который мне очень нравится. Он, скорее всего, это не предусмотрел, но мне это очень-очень нравится. В общем, если Сонг уже существует, но при этом его не существует на Newgrounds, то можно вот здесь вот зажать Use. Скрытую кнопочку, это очень приятно. Без этого пришлось бы каким-нибудь модом себе ставить это как музыку уровня, а так можно что угодно поставить. Стоп, почему я играю на копии? Я забыл, что это не АОТ, в него не надо играть на копии. Норм. Концовку надо тренить, потому что самое главное пройти концовку. Если я с нуля пройду только то, что с нуля, то какая разница? Я не вижу смысла объединять раны только для того, чтобы объединить раны. Я как-то больше перспективой озабочен. Самое кринжовое прохождение кораблика. Хотя там еще можно сверху пойти. Нет! Легкий тайминг. Да ну. На последнем клике все сливаю и сливаю. Я вообще не под кликсинг уже кликаю, все равно не попадаю. Что за фигня? Ну теперь слишком поздно, ну да. Ну, давай уже пройдись. Что-то с этим кликом не так. Какой-то он неожиданно сложный. Ура! Все, надежда появилась. Опс. Там нельзя так залетать в кубовый портал. Нужно сначала залететь в портал, а потом отдельным кликом нажать на желтый орб. Иначе умираешь. Просыпаемся. Можем опять засыпать. Ну, наверное, есть какие-то самые-самые трэшовые... Ой, куда я? Наверное, есть какие-нибудь самые трэшовые сеты иконок, с которыми вообще играть невозможно. Знаете что, давайте поэкспериментируем. Ну-ка, не помню, что там мне рекомендовали. Ну, кубик я возьму обычный. Зоинг на таком играет, значит, на нем очень удобно. Был раньше популярный такой кораблик. Шарик, наверное, разницы нет. А уфошка, та, которую мне рекомендовали, она у меня не разблокирована. Могу вот это вот. Посмотрим. Блин, этот кораблик такой маленький. Какая странная уфошка. Ладно. Посмотрим, как на кораблике будет. Что-то в этом есть. А на этой уфошке почему-то приятнее играется. Куда я лезу? Нормально. До рекорда не дошел, но зато вот 45% теперь есть на стриме. Теперь можно в названии написать 45x2. Можно, но не особо-то и нужно. Первый раз! Никогда так даже в практике не сливал, ладно. О, плюс 1%. Вот это можно записать в название стрима. Но в итоге я пройду этот стрейт. И вот что будет дальше, вот это будет уже прилив адреналина. Мне тут уже в голову начали закрадываться мысли, типа, ой, я так инконсистент, я ничего не могу, я ничего не умею, блин. За стрим вот получилось 46 и 45 поставить приятно. И что самое приятное, я в итоге флюкну до 100. Что может быть лучше этого? 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3. Там делать нечего. Целый парт. Можно, наверное, даже 2 раза сказать.
1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3. Изи. Вообще как нечего делать. Не почувствовал. Идем на рекорд в таком случае. 3 раза. На этот раз 3 раза. 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3. Изи. Ладно, теперь давайте нормально проходить. 4 раза нет, там уже просто читки не хватит. Спасибо. Спасибо всем участникам чата. Сейчас еще на корейском начнете общаться. Стоп, как я умер? Я отвлекся от экрана. Как я умер? Я все еще не понимаю. Я же правильно нажал. Пофиг, ладно. Ладно, с смайликами немного стало понятнее, но все-таки русские буквы предпочтительнее. Да ну... Ожидаемо, но неприятно. Надо было, блин, в видосе, а вот 100% нормально объяснить то, что та версия, которую я прохожу, она на самом деле легче. А у людей в комментариях сложилось впечатление, то, что она наоборот сложнее, из-за того, что я там ныл по поводу определенных маленьких моментов. Что-то я уже не помню. Да йоу. Мне 20. Ё-моё, мне 20. Чем я занимаюсь в своей жизни? Мне 19, я тоже задаю себе этот вопрос, когда захожу в ГД. Ну, вот ГД заставляет, да, задавать всякие вопросы себе. Был шанс. Так близко, последний шипик. Ну почему? Ну ладно, это ожидаемо, кстати, ладно, пусть. О, да тут много попыток уже накапливается. Ну почему? Просто этот клик, он то проходится всегда, то не проходится никогда. Это просто тупизм какой-то. На Тартарусе повторится история Ода? Нет. О, этот баг. Ну, кстати, он не так уж и часто появляется. Раз где-то 200 попыток, поэтому пофиг на него. Чё я выжил? Я не ожидал, что выживу, уже ожидал там следующую попытку начинать хоба. Sonic Wave сложность. Это жесть. Не помню, есть ли Sonic Wave еще в топе, но он действительно считается таким, типа, уже не особо сложным. Ну-ка, Pointer Crate. Sonic Wave. Он вылетел из топа, вау. Бывает же. Ну окей. Я, кстати, вчера первый раз люто постучал по батарее, просто случайно ее задел. И это было в 9 часов 55 минут вечера. Еще бы 5 минут, и можно было бы меня за это засудить. В смысле пердежи? Че, какие-то проблемы с микрофоном? Че за херня с микрофоном? Ну, извините, не буду дышать. Кстати, я могу устроить херню с микрофоном прямо сейчас. Кадрирование, задержка отображения. Вот, задержка отображения просто поставлю на 1000 миллисекунд. Тут нельзя на 1000, ну, на 990. На 999 тоже нельзя, на 500. На 500 можно. Вот теперь клики и музыка будут или отставать, или опережать, не знаю. По сути, должны опережать. Плохо наложены. Так, ладно, верну на нормальную, а то, наверное, это очень больно смотреть. Ну, алло, ну когда уже? Короче, я сижу с этого стартфолса до тех пор, пока не поставлю до 100. Ну, я чисто уже по рандому должен был пройти это хотя бы раз. Концовка, в том-то и прикол, что она норм. Она кучу времени у меня проходилась спокойно. И она у всех проходится спокойно, но потом почему-то просто последний клик перестал проходиться всегда. Может, я в той копии просто подвинул как-то шипы странно. Ну, типа, всякое возможно. Давайте на этой копии попробую. Ну, алло, ну когда? Оу, первый раз получилось. Закреплю результат. Ладно, надеюсь, это просто начнет проходиться теперь всегда. Ладно, есть шанс сдохнуть на последнем клике, но есть шанс и не сдохнуть, так что можно, в принципе, жить.
Я проклинаю день, в который у меня с 98 просто начались огромные проблемы. До этого дня было прекрасно. Вообще, каждую попытку мог проходить. Я даже не задумывался уже о сливе на 98, я больше задумывался от сливе на 97. И потом просто перестало проходиться, и все, и что мне делать? Ничего, и все. 98x3 будет, может 4. Не раздражает 98%. Ой, как бесит. Давайте просто вставим клик, который хер знает, как будет проходиться. Смешно. Смешно, ржака. Давайте я просто в практике поиграю немного. Так, сейчас надо будет нажать раньше. О, это сработало. Видимо, прикол в том, что здесь один портал скорости перед конечной частью стоит неправильно. Вот этот портал скорости, его можно задеть сверху. Из-за этого смещается синк. А я ставил старт-пост вот здесь. Вот почему я не мог проходить этот парт. Я из-за того, что неправильно ставил старт-пост, умирал. О нет, этот баг. Почему он вернулся? Тартарус сам себе не пройдет, это великие слова. Просто последний клик для слееров настолько легкий, что я помню, как Гипербола начал говорить перед последним кликом. Он даже не задумывался о нем. Ну, во время прогресса, не с нуля. С нуля он не прошел вроде. Блин, вот самое худшее в ГД то, что один какой-то некачественный компонент может тебе сломать весь процесс игры. Я купил новый компьютер и новый монитор, а проблема в мышке. И типа, мне не стало легче играть. Приходится постоянно там экспериментировать. А типа, если у чувака одна мышь вообще дома, то, ну, как бы рип, все. Она ломается, и чел просто перестает быть демон-слеером. До тех пор, пока не попробует новую. А теперь перейдем к более привычному разговору на запись. Привет всем любителям АОДа и похожих сложных экстрим-демонов. Сегодня буду проходить Тартарус. И на самом деле я уже некоторое время его проходил. У меня уже 81%. И получается, теперь я буду его всего лишь допроходить. А допроходить, как известно, это всегда самая интересная и самая увлекательная часть прохождения экстрим-демонов. Давайте начнем. Начну я, конечно же, с концовки. Потому что все хорошие прохождения начинаются с тренировки конечной части. Что самое приятное, в этом уровне конечная часть наконец-то не самая сложная. Спасибо огромное. Вот почему играется не так приятно, как могло бы играться. Я забыл вот здесь убрать Music Offset. Все, понятно теперь. Дело в том, что в 2.2 поменялся офсет музыки каждый раз, когда ты играешь. В итоге мне как-то не очень приятно играть было. Поэтому я зашел просто в сон клабстепа и сдвинул его прямо в MP3 файле на 100 миллисекунд. Ну а здесь, получается, был сдвиг уже на 200 миллисекунд. А это уже ощущалось, ну, как-то странненько, ненатурально. Кстати, я сейчас играю на свое девайсе. Эта штука хайповала где-то там полгода назад, может, год назад. Мне она на самом деле не очень нравится, но у меня с ней даже интересная история есть. Купил я ее, когда еще проходил Fever Dream, и я предполагал, что она поможет мне пройти Fever Dream. Но по сравнению с моей вот этой вот мышкой Bladia 91, этот девайс вообще ничего не предлагал хорошего. Я и спамить не мог, и тайминги как-то еле-еле прожимал. Вообще бред какой-то. Но в итоге я отложил его куда-то далеко-далеко. Ну вот, в мае текущего года я захотел проходить Тартарус. И вместе с этим я начал играть во всякие Insane-демоны, просто чтобы вспомнить, как играть. И я обнаружил, что, оказывается, у моей мышки случайно появляется задержка, и она прям супер нестабильная и огромная. Так что больше я не могу на своей мышке играть. Поэтому пришлось переключиться на свой девайс. А свой девайс меня очень дружественно поприветствовал, потому что первый раз, когда я его там попробовал, я в тот же самый день поставил там примерно 53-100 на Тартарусе. Хотя на мышке кучу времени не мог поставить этот прогресс. В итоге я очень сильно вдохновился. В следующий день я поставил 45% с нуля. Опять же, первый день играю с нуля на своем девайсе и вообще. Но с тех пор что-то пошло немножечко не так. С тех пор свой девайс мне все меньше и меньше нравится. И на самом деле у меня начинались смутные подозрения еще, когда я начинал им пользоваться, потому что вот после этого первого прогресса у меня так люто болел палец, как он не болел никогда. Это просто была адская боль. Количество силы, которое приходится вкладывать в каждое нажатие, значительно увеличилось. Ну и из-за того, что у каждой кнопки тут глубокая посадка, вводится такой небольшой рандом. То есть еще есть зависимость от того, насколько ты сильно
сильно и быстро нажимаешь. Я пробовал разные настройки, но это, походу, просто не зависит от настройки. Это чисто то, как Side Device работает. Но 47-80 вполне хороший прогресс. Теперь можно поиграть немножко отсюда. Я так и не поставил 23-100, но я не совсем вижу в этом смысл, потому что у меня начало нормально проходится в Тартарусе. Я просто могу пройти уровень вместо этого. Ладно, надо идти играть с нуля. Зачастую даже с нуля больше консистент, чем вот так вот со стартпоса. Нормально, 46% это самая такая стандартная, вообще ничем не примечательная смерть на Тартарусе. Кстати, я вот тут не понимаю, почему люди спамят вот здесь. Зачем? Типа, зачем делать лишние клики? Вместо этого можно пройти очень легкий тайминг. Тайминг реально супер легкий. Если совсем чуть-чуть внимания на него уделять, то будешь проходить его каждую попытку. Забейте. Го. Вот я лох. Ну, 65% очень хорошо, кстати. Я до сюда очень редко дохожу, а на самом деле я доходил до сюда всего один раз. Поэтому это для меня хороший прогресс. И что самое приятное, я поставил его за 21 минуту записи. Вау. Вот в этом прикол Side Device. Я никогда не понимаю, когда я скилловый, а когда я не могу ничего. То самое прикольное, я на том тайминге уже не помню, когда последний раз сливал. Это, скорее всего, было достаточно давно. Но вообще так часто происходит, когда волнуешься, в итоге забываешь про какие-то там тайминги такие незапоминающиеся, помнишь про тайминги, которые часто тебя убивали. И в итоге бывает такое то, что такие тайминги, про которые никто не помнит, и убивают игрока. О, прям погладил все эти слоупы так. Кстати, если вы захотите играть в GD на Linux через Steam Proton, то я посоветую выключить уведомления от Steam в правом нижнем углу, потому что у меня была такая проблема, у меня GD сворачивалась каждый раз, когда такое уведомление вылезало. Я кучу времени не мог понять, почему именно она сворачивается, а потом такой... Каждый раз, когда кто-то появляется в сети, почему-то у меня GD сворачивается. Ничего особенного, всего лишь новый день. Первый дроп за сегодня. Естественно, я просто сдох на каком-то случайном месте после 45. В начале дня я почему-то тащу прям по полной. Очень не уверен был, что выживу, но я почему-то выжил нормально. Это было, наверное, самое кривое прохождение Straightfly, возможно, за всю историю. Unlucky. Кстати, ведь Side Device можно по-разному настраивать. Там вообще такие параметры, я их даже не особо понимаю, но я вот настроил свой Side Device так, что как только я касаюсь, прям вот чуть-чуть глажу клавишу, совсем чуть-чуть, она сразу же нажимается. И так до конца. И как только я ее совсем чуть-чуть отпускаю, она сразу же отпускается. Это обеспечивает вроде как лучшую задержку, но есть такой побочный эффект, то что мне сложнее спамить двумя пальцами, потому что для того, чтобы клик засчитался как новый, нужно, получается, совсем чуть-чуть отпустить. И если я совсем чуть-чуть отпускаю и сразу после этого нажимаю... Ну, в общем, там очень сложно вот этот вот баланс выстроить. У меня более-менее получается, но из-за этого я сливаю на каких-то очень таких простеньких спамах, где нужно спамить двумя пальцами. Так что не булите меня за то, что я слил на спаме после свинкоптера. Вот зачем она спамит так плохо? Это что было, 2 попытки? Это, походу, было 2 попытки подряд. Ну... Сейчас я хочу поэкспериментировать со спамом. Будет оптимально, если я смогу проходить его вообще одним пальцем. Тогда мне не придется какие-то странные хваты искать и все такое. Представлю, что я с нуля. Рип. Теперь я кликаю тут 4 раза. Все, решено. Уже не терпится применить новую тактику прохождения спама после свинкоптера. Мне просто нужно пройти свинкоптер с нуля.
Нет, я уже был в предвкушении. Ай-яй-яй. Все равно слил на спаме. Ладно, вернусь к старому методу. Такой анлаки. Такой анлаки. Ой. Я мог так низко лететь всегда? Что это было? Я даже не знал, что так можно слить. Это был скример, но самый смешной скример, который я вообще видел. Обидно, но это сложный тайминг. Но это вечно происходит. Опять это произошло. Я вообще нажимаю на желтую орб, там интересно. Если нажимаю, то это безумный тайминг. Я попытаюсь пропеть всю первую часть, чтобы просто доказать, что она для меня не такая сложная. Почему это так сложно? Почти. Ура, я смог. Это было сложно. Ё-моё. Ай-яй-яй. Уже много попыток я не могу пройти этот Straight Fly. Глупо, но я заволновался. Ну, хоть прошел 45, и на том спасибо. Ой, попробовал поменять пич клабстепа. Может, это добавит мне скилла, не знаю. По крайней мере, мне просто надоело слушать абсолютно одно и то же уже достаточно долгое время. Надо было бы, конечно, потренить с новым питчем. Может, он настолько по-другому будет ощущаться. Но я сомневаюсь. Я так волнуюсь, капец. Небольшой инфаркт был от такого. Весь день просто не доходил ни до куда, и тут внезапно такое. Походу питч помог, вау. Я действительно дошел до 71 через 7 минут после того, как создал питч. Прикольно. Ой. А интересно, тут можно корабликом пролететь? Ну просто так. Я уверен, тут можно пролететь корабликом. Тайминг, конечно, сложный, но не невозможный. Ладно, поехали с нуля. Вообще, Тартарус такой интересный уровень. Первые 45% я вообще прохожу так. Не на полуавтомате, а, наверное, на 3/4 на автомате. Просто после 45% уже начинается как бы настоящий геймплей. Уже там надо напрягаться, чтобы проходить. А после 62% там еще интереснее. Там последняя часть, несколько чокпоинтов и все. Уровень пройден. Жаль, что до туда дохожу достаточно редко. Когда дохожу, я не в состоянии какие-то хорошие прогрессы поставить. Хотя вот ровно неделю назад я поставил 81%. Это же хороший прогресс. Это, наверное, последняя попытка, там уже 12 наступило. Да, 12 уже наступило. Ну ладно, дам себе время вот до 300 попытки, допустим. Где же вы, слоны? Оу. Оу, я его прошел. Я его просто прошел. Я флюкнул last часть. Всем привет. Итак,
15 133 плюс 5300. Не-не-не-не, я больше в него не зайду. Плюс 5360 теперь. Плюс 11 тысяч. Там примерно 32 тысячи. Всем спасибо за просмотр и всем пока.